Виталий, 75. Слава был очень удивлен, увидев вас вылезающим из-под автомобиля. Ну, тут хорошие слова. В общем, еще автослесарь вы, да? Ну да, ну просто зашкрябало что-то под машиной Елены Ушаковой. Audi 8. Ну, бизнес-класс машина, естественно, что там. А мы приехали на какую-то дачу под горой Сен-Виктуар. И там, конечно, мы даже спросили хоть что-то у местного, ну, тех, у кого арендовали. Они нашли нам, отвертку нашли, и все. И ножик. Но там просто защита шкрябала об асфальт. И я немножечко там ее открутил. Мне удалось ее открутить. И все, ничего особенного там не было. Просто посмотрел и понял, что там. Опять Виталий, 75. Как после работы вы перевозите холсты больших размеров? Ведь место в автомобиле ограничено, а масло еще не застыло в автомобиле. А если в самолете? Вот дела. Ну да, в автомобиле-то это ладно. Но больших я особенно не делаю, прям такие огромные. Но учитываю пространство в автомобиле или в самолете. Сейчас будет, кстати, класс в Армении. Приезжайте, еще можно попасть. С 1 по 8 октября. Я не беру туда большие холсты. Максимально там 30 на 40. Даже этот большой, обычно на меньшего размера, потому что маленький формат – это целостное письмо. И хочу вас этим заразить, целостным письмом. Когда ты просто вынужден из-за формата не увязать в деталях. У тебя нет возможности. Ну, а если большие холсты, ну, средние, там, ну, например, там 50 на 70 или 60 на 80, берете 2, покупаете, и лицом к лицу с прокладкой какой-то. Ну, прокладка это может быть просто, берете там, я не знаю, какие-то картонки, и 2 холста ставите, и степлером сверху тыдых. Ну, чтобы зазор был между холстами, ну, и картонкой по бокам прибиваете, и все, ну, и в пакет. Юзер Тролливали у Курбе, Сандро Боттичелли, Микеланджело Буонаротти. Разве есть в женских образах какой-то намек на аморальность и разврат? Что вы их приводите в пример? Споры все не утихают вокруг некоторых моих развратно-аморальных работ. Ну, вы знаете, ну хорошо, не нравятся вам эти люди, художники. Ну, давайте возьмем, я не знаю, Тулуза-Латрек. Он маленького роста был, его любили очень девушки, которые в публичных домах. Он ходил туда рисовать, они его кормили. Он был посвящен в их истории. Это драма, которую он рисовал в своих картинах. И я их видел живьем во Франции. Они производят сильное впечатление. Ну, а чем вам не угодили эти женщины? Иисусу, например, нормально к ним относится. Ну, к блуднице Марии. Ее прогнать хотел Петр, сказал, что пусть Мария уйдет от нас, ибо недостойны женщины жизни. А Иисус сказал: смотрите, я направлю ее, дабы сделать ее мужчиной, чтобы она также стала духом живым, подобным вам, мужчинам, духом живым. Представляете? Разве дух живой по-разному может поселиться у того, у кого борода, например, и у того, у кого чулочки? Что, какое-то место жительства будет другое, что ли? Более ущербное у того, у кого чулочки? У духа живого. В жизни бывает совсем наоборот. Те, кто считают себя такими праведными, осуждая других, становятся, в общем, на рельсы, когда им возвращается 100 крат осуждение. Татьяна Подоба. Эх, живу далеко. У меня был случай, по-моему, в штате Вашингтон, я был в Америке, класс проводил, и одна женщина приехала на класс и сказала, что больше не сможет приехать, хотя можно было арендовать здесь жилье, потому что далеко. Я спросил, а как далеко? Ей пришлось добираться. Она сказала 150 миль. А я сказал, что я пролетел 8000 миль, чтобы
поделиться с вами какими-то секретами. И это значительно больше, чем 150 миль. Так что еще, знаете, какая была древняя поговорка, что за знаниями можно идти даже в Китай. Ну, древний, видимо, до Китая пешком тогда ходили еще, может быть, не 1 год. А мой знакомый в Шаолинский монастырь ездил, он там много довольно-таки занимался. Но это не так просто, это же нужно как-то язык, в общем-то, ну, знать, хоть какой-то, чтобы понимать вообще, о чем речь и что делать. Так что, если есть жажда, то расстояния не будут важны. Но сами посудите, если вы, например, влюбились, разве важно для вас, что этот человек, я не знаю, на другом конце города вашего, или Земли, планеты? Но вы же вообще, это даже сильнее подзадоривает включить все ресурсы, чтобы быть рядом с ним. Поделитесь военной тайной, какой грунт использует Бату. Я много раз, никакой военной тайны нету, много раз видел, что он покупает холст, берет фабричный, ставит и пошел. Для него он компенсирует все неудобства, он даже не испытывает неудобства, растирает все это и много краски кладет, счищает. Для него все, по-моему, любой холст подходит. Это я такой привередливый. Меня зовут Надя. Чем больше углубляюсь в ваш метод, тем больше убеждаюсь в вашей правоте. Состояние природы мимолетное, и впечатление – это самое важное в работе, потому что напрямую затрагивает эмоции. Интуитивно я и раньше это чувствовала, но не понимала, как достичь выразительности и недосказанности одновременно. С контрастами я как-то разбираюсь, но вот с полутонами сложно. Посоветуйте, пожалуйста, как научиться гармонизировать полутона. Благодарю. Ну вот смотрите, вот возьмем простую картину, написано в семиизе. Давайте так, если у вас все в порядке с закладкой отношений, то есть вы заложили там небо, дальний план горы, да, ну, вот эту часть, вот уже 3 пятна, там вот эту часть, 4, и вот это 5-е пятно. 5 пятен всего, на них держится композиция. Так неужели в этом, например, пятне неба тут столько нюансов разных цветов, и холодный, и розоватый, и желтоватый, и оранжеватый. Все это держится в рамках пятна. Разрабатывайте себе эти полутона. Разрабатывайте полутона здесь. Да, здесь есть и темные куски, но свет сверху, значит, сверху освещено сильнее, ну, ярче, ну, светлее. Это средний тон. Тут есть разные опять нюансы цвета, а тон держится. Ну, в общем, я думаю, вы поняли. То есть в рамках одного пятна вы делаете что угодно, и будет счастье живописное. Добрый день. Какое количество цветов на палитре является оптимальным? Я видел художника в YouTube, который использует всего 3 цвета. Мне кажется, что он сам себя обкрадывает. У меня около 30 вариантов, и я не готов на этом останавливаться. Прекрасно. Какие подрамники вы предпочитаете? Ну, или они все примерно одинаковые. Ну, лишь бы не было пропеллера у подрамника. Я помню, мы учились, Макс, мы дружили в Строгановке. Я как-то приезжаю к нему, а у него прям холст, ну, ровный холст, вот так вот пропеллер. И он пишет на нем. То есть плохой подрамник такой, жиденький. Поэтому там поперечины вставляются, всякие крестовины, ну, если там размер так больше среднего. Так что главное, чтобы он был прочный, и холст на нем держался и был хорошо натянут. Все остальное, сосна, конечно. Что касается красок на палитре, безразлично какое количество. Лишь бы мышление было тоном, а остальное, как вам удобно. Много, там кто-то неаполитанские кучу там выкладывает. Ну вот я сейчас на мастер-класс готовлюсь, ну, красок, наверное, тюбиков 20, наверное, у меня разных. Ну и все, достаточно. Все же смешивается, и сложные цвета можно сделать. Просто, условно говоря, там 3-4 холодных синих, да, но зеленых у меня вообще там 2. Потом теплых, ну, опять же, охра, ну, достаточно охры желтый, и там вандик или умбра жженые, да, уже этих достаточно. Потом красный, оранжевый и желтый, и все. Из них можно сочетать различные, сочинять цвета.
прошу вас отмечаться в журнале, ставить крестики и нолики. И хочу предложить вам еще одно кино сейчас после этого. «Энергия цвета». Ну, счастливо. Пока. Там тоже отметьтесь.